Добрый вечер. Меня зовут Василий Мельников. Я пиар-директор BMW Group Россия. В этом году исполняется 50 лет культурным инициативам BMW Group в мире. И в этой связи мы решили рассказать о том, как живет и как работает наш главный культурный партнер в России – Большой театр. Мы выехали, чтобы встретиться с Катериной Новиковой, пресс-секретарем Большого театра. Она станет нашим гидом и проводником в жизнь этого культурного символа России. Каждый видит Большой театр, каждый о нем слышал, но все-таки не каждый знает, что здесь происходит за кулисами. Почему? Это специальная какая-то задача такая, оставить загадку вокруг Большого театра? Честно говоря, думаю, да. Задача такая есть, конечно, чтобы народ приходил и попадал в сказку и обалдевал. Потому что чем больше ты знаешь кухню, тем меньше ты как-то можешь удивиться. Но если ты твердо знаешь, как сделаны полеты, где сшиты костюмы, сколько ушло на декорации, как-то это не так тебя впечатляет. А вот если ты все-таки пришел, и для тебя на сцене действительно что-то открылось волшебное, это, наверное, интереснее, если ты не знаешь таких подробностей. Узнаваемость Большого театра невероятная, но наш занавес делит его как будто бы на две части. И все, что находится с этой стороны, где мы сейчас с тобой тоже стоим, в нашем центральном фойе, в этих красивых интерьерах и наш зрительный зал, все это открыто публике, конечно, в полном объеме и сделано специально настолько красиво и роскошно, чтобы каждый, попадая сюда, чувствовал себя как-то приподнято и оказывался в какой-то другой реальности. С другой стороны, за кулисами существует совершенно другой мир. И на сцене мы видим только вершину айсберга того, что происходит за кулисами. Как появляется то, что появляется на сцене, полная загадка. Сколько здесь людей работает? Ты знаешь, что все время тоже театр расширяется и растет, и сейчас уже больше 3000 человек. Большой театр – это среда обитания, на самом деле, как и любой театр. Как, наверное, вообще любое дело, которое ты любишь, это становится смыслом жизни, становится чем-то самым главным. И я не могу придумать никакого другого места, наверное, не только в нашей стране, где могла быть такая концентрация талантов. И вот это то, что меня впечатляет, и то, что заставляет меня с таким восторгом относиться, честно говоря, к моей повседневной жизни в Большом театре. Мы видим сначала эту красоту, но за этой красотой, конечно, скрывается масса функциональных задач. Когда в 1856 году коронация Александра II Альберто Кавас это здание строил, его главной задачей было, чтобы здесь была прекрасная, великолепная акустика. И он все построил из специального резонансного дерева, и наш плафон тоже сделан из дерева. Лампа центральная была другая, и она была масляная. А портер был частично стоячий, и вот те люди, которые стояли под лампой, им вообще не везло, потому что масло могло на них капать. И под полом у нас при Альберто Кавасе был тоже воздух, который позволял звуку отражаться. В 1902 году произошла усадка этого здания, здесь всегда были проблемы с фундаментами, и уже в 20 веке под пол Большого театра был залит бетон. Сейчас его очистили, и там опять метр воздуха под полом. У любого музыканта, кроме того, что у него есть свой инструмент, есть всегда второй инструмент, и называется он акустика. И рояли звучат по-другому в разных акустических точках и залах, и голос также звучит по-разному. Поэтому всегда приходится немножко музыканту адаптироваться. Это все-таки не электронный звук, это не покрутил, там уровень поднял, опустил. Это совершенно другое. Это живое соприкосновение с абсолютно живой акустикой, на которую влияет все. Температура воздуха, влажность, время года. Если сегодня зима, то это звучит по-другому. Если это лето, если это влажное лето, то совершенно по-другому. Это абсолютно живой инструмент. Чтобы вы понимали, что концертный зал – это как большая дека. Вот представьте себе, что скрипка или виолончель – вот это большая дека. Вот то же самое и любой концертный зал. А мы играем, как известно, без усиления. То есть никакого электричества, кроме света, у нас нет. Поэтому сама по себе акустика зала, она
очень важна. И вот после ремонта специалисты пытались улучшить эту акустику. В частности, был сделан деревянный пол, был немножко поднят. Барьер между зрительным залом и ямой стал мобильным. Он может опускаться, он может подниматься. Это тоже очень сильно влияет на акустику. Оркестровая яма может подниматься, может опускаться. То есть в зависимости от того, какую музыку мы играем, меняется конфигурация ямы, сцены, отражателей на сцене, потому что глубина сцены сильно влияет на акустику. Посмотреть из оркестровой ямы, да, то это выглядит как огромный стадион. Всегда галерка, последний ярус – это самый лучший по акустике ярус. Потому что звук всегда поднимается, он летит туда на галерку, и партер иногда бывает самый сложный по восприятию. Такой кластер звуковой, он непростой. Но сегодня настолько технические возможности позволяют уже прогресс варьировать акустические критерии. Вот, например, у нас есть замечательная раковина концертная, которую мы выставляем на концертное исполнение, на симфонические концерты. И она, конечно же, уникальным способом влияет на звучание оркестра. Акустика Большого поражает, но здесь есть еще один уникальный музыкальный инструмент – звонница из 35 колоколов, собранных со всей России. Примерно с 20-х годов прошлого века колокола начали активно применяться в спектаклях для того, чтобы спасти это наследие колокольного звона. Многие колокола просто с разрушаемых церквей передавались в музыкальный театр. Ну, не только музыкальный, но еще драматический. До реконструкции все эти колокола располагались 3 отдельными звонницами, которые были собраны по собственным созвучиям. Управляли ими 3 человека. Управление было крайне сложным, потому что никаких способов связи, кроме как сигнальной лампочки, ни с дирижером, ни с тем, что творится на сцене, не было. То есть фактически звонарям приходилось работать вслепую. Сейчас, имея вот 2 монитора над клавиатурой, мы можем видеть дирижера и точно попадать в музыку и регулировать громкость. Театр — это не здание зала технологии. Это, конечно, люди, которые здесь работают. И в проекте с BMW о Большом мы можем посмотреть за подготовкой будущего спектакля. Вообще самое сложное и долгое – это придумать спектакль. Тем более, что опера – это не драматический театр, и сцены должны быть продуманы все заранее. Заранее должен быть придуман весь спектакль. Здесь все расписано четко по дням, по графикам и так далее. И слишком много коллективов должны соединиться вместе. И миманс, и хор, и солисты, и оркестр. И работа вообще над оперным спектаклем начинается за 1,5 года где-то до начала репетиции. Потому что только за год нужно сдать материалы все. Нужно сдать макет, нужно сдать костюмы. Это не те объемы, которые в драматическом театре, и поэтому это все в первую очередь производство. А сами репетиции проходят довольно плотно. Мы репетируем с часовым перерывом 8 часов в день. В таком режиме мы существуем в течение 1,5 месяцев перед тем, как выходим на сцену. От того момента, как в Большом придумали концепт спектакля, до его появления на сцене, проходит несколько месяцев. Интересно, сколько человек, помимо артистов, задействовано в его создании?